Сегодня хочу показать очень простой рецепт, но мега вкусный. Будем готовить тефтели. Для тефтелей понадобится свиной фарш, лук, картофель, морковка, 2 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу, если любите другие какие-то специи используете, и плюс томатный соус. Сначала подготавливаем овощи. Трем морковку на мелкой терке. Также трем чеснок. Теперь трем лук. Вот такая смесь получилась. Берем миску, выкладываем фарш. Теперь добавляем морковку, лук и чеснок. Теперь тру на мелкую терку картофель. Картофель готов, но прежде чем добавить его к мясу, мы должны отжать лишнюю жидкость. Я все это делаю просто руками. Так, берем небольшое количество картошки и вот так просто отжимаем. Видите, сколько жидкости? И теперь погружаем к фаршу. Я не знаю, может, у вас есть какие-то специальные средства для отжима картофеля, чтобы не делать это руками. Но у меня домашняя кухня. Все делаю руками. Видите, сколько жидкости в картофеле? Она нам не нужна, мы ее просто выливаем. Итак, как видите, все овощи мы потерли и добавили к фаршу. Теперь мне нужно посолить. Солим по вкусу. Если что, можно будет потом подсолить. И добавляем перец. Все тщательно смешиваем. Что может лучше смешать фарш, чем ваши собственные руки? Я не использую ни ложку, ничего. Все хорошо вот так вот тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Вот, кстати, когда стала смешивать, появился запах чесночка. Чесночок вы можете не добавлять, все зависит от того, любите вы его или нет. Но, как по мне, он придает такую пикантность тефтелям, и лучше его, конечно, добавить. Вот такой замечательный фарш получился. Теперь формируем тефтели и приступаем к их обжарке. Формируем тефтели. Размер тефтелей вы определяете сами. Делаете поменьше их, побольше, как вам нравится. Вот такого небольшого размера тефтели меня устраивают. И так делаем со всем фаршем. Тефтели подготовила. У меня получилось 16 штук из того количества мяса и овощей, что у меня было. Теперь приступаем к их обжарке. Масло достаточно раскалилось. Теперь выкладываем тефтели для жарки. Тефтели поджариваем с обеих сторон до золотистой корочки, но не до полной готовности. Тефтели достаточно поджарились с обеих сторон. Теперь перекладываем их в посуду, в которой будем дальше продолжать их готовить. Советую брать или какую-то кастрюльку, или глубокую сковороду.
Все тефтели пожарила, теперь будем продолжать их готовить. Но хочу вам рассказать такой лайфхак, который у меня есть. После того, как я обжарила все тефтели, я оставляю для дальнейшей готовки только то количество, которое мы с семьей можем съесть вот за один раз. Все остальные я перекладываю в такой металлический судочек, даю им остыть и замораживаю, чтобы в любой момент, когда нам захочется тефтелей или просто, ну вот, не успеваешь просто иногда что-то приготовить, занятый, с работы пришел еще что-то, достаешь, заливаешь томатным соусом и просто готовишь, доготавливаешь, и вот у вас очень быстро и просто получается обед или ужин. Можно сделать домашний томатный соус, но я вот использую очень хороший, мне он нравится, итальянский мутти. Отличный томатный соус из свежих помидоров, и прям вкус у него отличный, в общем, советую. Наливаем сюда немножко, не целую банку, и немного доливаем кипяченой воды. Можно сразу горячей, можно просто кипяченой, вот так немного. Добавляем лавровый листик, несколько горошин черного перца и закрываем крышкой. И так на мелком огне мы готовим еще примерно 20 минут. Когда тефтели практически готовы, я еще немного солю. Можете добавить еще любые специи, это все на ваш вкус. И в самом конце мы добавим свежей петрушки. Тефтели готовы. Выключаем огонь и добавляем петрушку.